Ребят, всем привет! Значит, сегодня давайте приготовим плов. Плов мы приготовим из курицы. И будем мы его готовить в афганском казане на тандыре. Значит, давайте для начала я вам расскажу, как я это представляю. Потому что готовлю я так первый раз. Я имею в виду, не плов я готовлю первый раз, а на тандыре. Потому что, давайте смотреть. Значит, ребят, первый вариант. Вот мой тандыр. Я его буду разогревать, потому что у меня, в принципе, в планах еще кое-чего на нем приготовить. Но сегодня у меня немножко другой казан. И, как вы видите, в принципе, сюда все казаны становятся. Он сюда просто идеально становится. Вот. Но когда будет именно процесс горения, я боюсь, что казан не даст выходить кислороду, то есть не будет доступа кислорода, и огонь будет тухнуть. Ну что, ребят, значит, давайте приступим с нарезки мяса. Мы купили где-то 3,5 килограмма здесь и филе, и, то есть грудка, и ножки, и все есть. Значит, сейчас, естественно, нарезаем ее на кусочки, кости, естественно, удаляем. Примерно вот стандартные кусочки для плова. Вот. Нарезаем буквально все, косточки тоже удаляем. Такие уже явные куски жира тоже убираем. Зачищаем курицу от костей, нарезаем. Мясо у нас нарезано, все хорошо. Берем где-то здесь 2,5 кило морковочки и нарезаем ее соломкой. Морковочку нарезали. Давайте приступать к нарезке лука. Лук мы режем лишь бы как. Вот, можно кольцами, можно полукольцами, квадратами, ромбиками. Все равно он будет весь ужариваться. Лучок я нарезал, все. Есть еще где-то 1,5 килограмма риса. Мы его промоем, когда прямо перед тем, как надо будет забрасывать, а то он слипнется, пока я все это здесь нарезал. Тандыр я загрузил дровишками. Вот стоит казанчик. Значит, давайте его запалим. Ну что, ребят, в принципе, жар уже пошел. Давайте поставим нагреваться наш казан. И посмотрим. Наверное, потухнет. Да, тухнет. Тухнет. Значит, мы берем вот эту вот крестовинку, ставим казанчик. И наливаем масло. Ну и что, давайте вгружать мясо. Маслица уже подогрелась. Так, я буду закладывать очень аккуратно, потому что здесь приходится отскакивать от дыма. Давайте я вам сразу покажу, что там происходит. Ого! Так, ребят, я надеюсь, что вам видно, мяско уже начало желтеть, то есть обжаривается. Вот. Помешали. И давайте добавим приправы. Зиры где-то 3 столовых ложки. В плове зира просто необходимо. Даже еще вот столечкой добавлю. Острой карри 2 ложки. Пока что перемешаем. Ложечку сладкой паприки и где-то 1 чайную ложку чили. Даже еще немножко добавлю, чтобы поострее немножко было. Перемешиваем. Ладно. 2 ложки соли. Чуть что потом подсолим. Это морская соль у нас. Перемешиваем.
Ну, ребят, какой запах пошел. И, наверное, столовую ложку черного перца свежемолотого накрутим. Надо сюда шуруповерт приделать, потому что крутить столовую ложку этой мельницей, это, конечно же, ужас. Вот, смотрите, какая красота получается. А запах-то какой шикарный, вы только знали. Ну и все, вкидываем туда лучок. Перемешиваем лук с мясом. И добавляем морковь. Собственно говоря, морковочка загружена. И перед тем, как загрузить рис, просто накрываем крышкой и немножко подтушиваем. Пока мой плов варится, я хочу немножко рассказать про вот этот вот казанчик. И дать таких немножко рекомендаций, потому что казанчик это у меня не первый. Вот, во-первых, если вы планируете взять казан для огня, то есть, видите, эта казан немножко более приплюснутая модель. То есть, они, как правило, более вытянутые, это более приплюснутые. Также у этого казана, кроме защелок под верхний стопор, есть еще ручки удобные. Ну, сейчас, видите, их обкоптило на моем тандыре, но если вы используете где-то на плите или на специальной печи, то все нормально. Да и, в принципе, вы же не возьмете за них голыми руками, рукавицами. Ничего страшного не случится. Вот, или там каким-то тряпкой. Потом, что берите казан снизу зеркальный. Во-первых, его будет гораздо легче мыть. Я уже не первый раз пользуюсь этими казанами, и вот как рекомендацию, если вы планируете на огонь брать, вот как я, на тандыр, печку, костер, то есть, чтобы на открытом огне готовить, возьмите лучше с зеркальным дном, тогда его будет гораздо легче мыть. Значит, ну, тем не менее, давайте посмотрим. Зервачок наш варится, все отлично, морковочка растушивается, и я хочу сейчас одеть на него вот этот вот пресс, так называемый, вот этот вот стопор, то есть сделать его скороваркой, для того, чтобы процесс проходил быстрее. Вот. Ну что, в принципе, вы видите, что морковочка подтушилась. Давайте аккуратно, очень нежно откроем клапан верхний, стравим воздух. Аккуратно, чтобы не обжечься. Пара можно обжечься. Ах, посмотрите, как классно там все варится. Так, ну что, давайте загружать рис будем. Здесь у казана, как вы видите, такая форма, что надо вот туда подкидывать. И добавляем воды через сито, чтобы промоины не делать в рисе. Ну что, ребят, в принципе все, закрываем крышку и продолжаем варить. Одеваем зажим. Не пережимаем его, не перетягиваем. Ну и все, собственно говоря, я думаю, что сейчас даже жара тандыра хватит. То есть нам огня этого пламени не надо. Жара самого тандыра, он раскаленный. Нам вполне хватит. Я думаю, что через минут 20 у нас плов будет готов. Ну что, ребят, идея с погасшим тандыром, то есть прогоревшим, он очень горячий. В нем можно готовить, но поставить казан как крышку в тандыр ничего не получается. Стоит он уже около 10 минут. Да, он горяченький, но вот как вот он нагрелся, когда мы залили воду и заложили рис, так все и осталось. Вот. При этом, смотрите, он в тандыре еще, ну, видите, как колебание воздуха прямо из него прет. Ну, что значит, мы будем закладывать тандыр по новой, будем его поджигать и будем продолжать готовить. То есть у нас сейчас идет вторая закладка дров в тандыр. Значит, пока готовится, хочу рассказать про данную модель афганского казана. Данная модель афганского казана, как мы видим, она такая более пузатенькая, чем другие. Это тоже модель 10 литров. Вот, на этой модели конкретно она более пузатая. Это раз. У нее, как вы могли ранее видеть, гладкое полированное дно. То есть, как вот видите, сейчас она обсмалится на тандыре, или если мы ее ставили на костер. Кстати, понятно, что можно использовать как на плитах,
на плитках, на кострах, на мангале можно, вот на тандыре, на печи, в печи. Вот, кстати, благодаря тому, что у этих казанов форма как у обыкновенного русского горшка из чугунка, вот, благодаря этому можно поставить в печь внутри, в русскую печь можно поставить, и вот здесь вот просто обложить углем, и тогда нагреваться будет стенка, где-то вот до того уровня, насколько вы положите уголь, или даже на костре. Вы просто на костре разгребаете угли, ставите туда казана и подгребаете, такой делаете пирамидку, то есть уголь с боков лежит, как-нибудь, наверное, покажу. Вот. Также плюс у этого казана, если вы берете для костра, по-моему, лучше брать с чистым дном, то есть не покрашенным, тогда его легче будет мыть. Кстати, краска на казане тоже отличная, вот, не обгорает, ничего с ней не происходит. У этой модели есть две ручки, они очень сейчас горячие, вот, но его удобно переносить как кастрюлю, и так же, как он алюминиевый, в нем можно, приготовленную пищу какое-то время хранить. Также все крышки у этих казанов одинаковые, есть два сапуна, есть стравливающий перепускной клапан, аварийный клапан. И вот это вот маленькая, это ручечка для подъема крышки. Естественно, поджим, делающий с данного казана скороварку. Естественно, этот казан можно использовать, когда открыта крышка, как сковороду, как кастрюлю. Просто можно положить крышку без запора. Тогда получится обыкновенная кастрюля или обыкновенный казан. И также можно поставить запор, и у нас получится скороварка. У этого казана есть здесь резиновая прокладка. У него довольно-таки толстые стены, что, в принципе, в режиме скороварки удержит очень большое давление. И, как я сказал, есть стравливающий клапан. Ну что, ребят, я снимаю. Прошло минут 20, я даже уверен, что плов готов. Слышите, как шипит? Все, пойдем. Ну что, ребят, давайте откроем казанчик и посмотрим, что там внутри. Я уже, конечно, с большего пар стравил. Вот. Ах, красотища-то какая. Ну, как вам? Так, надо рукавицу здесь, потому что все очень горячее. Ребят, значит, вот такой вот плов у нас получился. На вкус очень зачетный. Классно, но одно но. В плюс казану, в минус мне. У нас разварился рис. Он на грани вот уже. Ну чуть-чуть, вот еще чуть-чуть бы, и он был бы нормальный. То есть мы его варили под крышкой ровно 20 минут. В скороварке, в таком казане, плов надо делать не больше, 15 минут. Вот. 10-15 минут. Потому что 20 минут вы видите, что... Конечно, это съедобно, но оно не настолько эффектно смотрится. Ничего страшного. Это, в принципе, довольно-таки вкусно. Вот. Одно, что только выглядит непрезентабельно. А так, на вкус тоже самый шикарный вкусный плов. И кусочки мяса, смотрите, обжаренные. Все как положено. Вкуснотища.